Всем привет! Добро пожаловать на канал Под грибным дождем. С вами Базинга, и в этом видео я покажу и расскажу о билде на огненного мага через синергию ожог в игре No Rest for the Wicked. Начнем с колец. Они, как и в билде на лучника, играют ключевую роль, особенно последняя. Скажу сразу, кольца мы будем использовать те же, что и в предыдущем билде. Они полностью раскрывают потенциал рунных атак. Первое — рунное кольцо. Оно увеличивает урон рунных атак на 20%, но уменьшает урон от обычных атак на 10%. Основной источник нашего урона именно руны, поэтому это кольцо подходит нам идеально. Второе — кольцо нарушенных обещаний. Оно увеличивает наносимый нами урон на 20%, но одновременно повышает получаемый урон на те же 20%. Лишними эти 20% к урону точно не будут. И последнее — кольцо боевого клича. Это главное кольцо нашего билда. Благодаря ему использование рун начинает расходовать не концентрацию, а здоровье. Кроме того, оно уменьшает все получаемое лечение на 20%. Именно вокруг механики этого кольца и строится весь билд. С кольцами закончили. Переходим к нашему оружию — посоху. Посох можно использовать любой, потому что основной урон мы все равно будем наносить рунными атаками. И сразу поговорим о рунах, которые мы будем использовать. Первая руна — Чумная Кара. После ее использования под ногами цели происходит чумной взрыв, который наносит моровый урон в довольно большой области. Эта руна позволит нам наложить на врагов статус заражения, который в свою очередь даст нам вампиризм. Вторая руна — Огненная Вспышка. Так же, как и первая, она создает взрыв под ногами цели, который наносит огненный урон в небольшой области. Этой руной мы будем уничтожать обычных врагов по пути к боссу, а во время сражения с боссом активировать синергию ожог. Третья руна — Армагеддон. Она обрушивает на свою цель всю мощь пламени. Это сильнейшая огненная руна с большим радиусом поражения. Именно ей мы будем наказывать всех боссов на своем пути. Если хотите подробнее узнать о статусах и синергиях, можете посмотреть мой первый гайд на канале. С рунами закончили. Теперь перейдем к посоху и начнем с компонента. В качестве компонента я рекомендую использовать острый. Он значительно увеличит наш критический урон. Ценой всего лишь 10% обычного урона мы получаем целых 30% критического урона. Теперь перейдем к самому интересному — чарам. Основные чары, которые значительно увеличат наш урон, это увеличение урона от рунных атак и увеличение критического урона. Думаю, первые не требуют особых объяснений. А вот благодаря чарам на критический урон, самому посоху и компоненту острый, мы уже получаем 165% критического урона. Не так много, как хотелось бы, но все же значительно лучше, чем стандартные 125%. Переходим к третьим чарам. На мой взгляд, именно они являются самыми важными. Они восстанавливают 15% здоровья после убийства врага рунной атакой. Поскольку использование рун расходует наше здоровье, именно эти чары позволяют нам комфортно чувствовать себя в бою с обычными монстрами. Четвертые чары уже скорее вспомогательные. После нанесения урона рунной атакой они увеличивают скорость передвижения на 15% на 10 секунд. Небольшой, но очень приятный бонус, который помогает быстрее перемещаться между противниками. Теперь поговорим о проклятии. Мы выбираем проклятие, которое наносит нам урон при использовании концентраций. Но поскольку концентрацию мы не используем, это проклятие становится для нас полностью бесплатным. Далее установим самоцвет. Мы будем использовать мутное украшение. Оно увеличивает силу всех чар на 40%, пока концентрация полностью заполнена. Это еще одно преимущество нашего билда. Поскольку концентрацию мы не расходуем, она практически всегда остается полной. А значит, бонус от самоцвета действует постоянно, поэтому он подходит нам идеально. Осталось только осветить наш посох. Я рекомендую получить усиление для рунных атак и критического урона. Именно эти два показателя принесут нам максимальную пользу. С оружием полностью закончили. Теперь перейдем к броне. Рассматривать ее будем попарно. Начнем с головного убора и перчаток. Оба эти элемента брони будут с компонентом стойкость, который позволяет нам взять бесплатное проклятие с невозможности починки этих предметов. Проще говоря, компонент полностью нейтрализует выбранное нами проклятие.
Основные чары, увеличивающие наш урон, это бронепробиваемость, огненный урон, шанс критического удара и критический урон. Из них мы обязательно берем бронепробиваемость и огненный урон. Критический урон достаточно взять только один на одном элементе брони. Этого хватит, чтобы закрыть потребность в нем. А вот вместо обычных чар на шанс критического удара я предлагаю использовать чары, которые работают только по горящим противникам. Они дают гораздо больше шанс нанести критический удар. Итак, первые 3 чары у нас уже есть. Осталось выбрать 4. На головном уборе мы используем чары, уменьшающие расход концентраций на 10%. Несмотря на то, что концентрацию мы не расходуем, благодаря последнему кольцу, эти чары все равно уменьшают расход здоровья на использование рун. На перчатках же мы будем использовать очень полезные чары, восстанавливающие 10% здоровья после убийства врага. Благодаря им мы практически полностью компенсируем здоровье, потраченное на использование рун. Далее устанавливаем мутные украшения. Про их пользу я уже рассказывал ранее. В освещениях рекомендую постараться получить огненный урон, шанс критического удара и критический урон. Это даст нам максимальную прибавку к нашему урону. Теперь переходим к последней паре нашего снаряжения – нагрудному доспеху и штанам. Начнем с основных чар, увеличивающих наш урон. Это бронепробиваемость, шанс критического удара и огненный урон. Они будут присутствовать на обоих элементах брони. Четвертыми чарами на нагрудном доспехе мы увеличим сопротивление к урону на 5% от текущей прочности. К ним я также советую подобрать компонент прочный, который увеличит прочность доспеха и тем самым усилит действие этих чар. Для штанов тоже рекомендую использовать компонент прочный, потому что здесь мы возьмем чары, увеличивающие восстановление выносливости на 20% от текущей прочности. Это полностью компенсирует штраф от ношения кольчуги и даже позволит превысить базовую скорость восстановления выносливости, что очень приятно. Проклятие мы возьмем, которое увеличивает входящий по нам урон, пока наша концентрация не полная. А концентрацию мы и не используем, поэтому для нас эти проклятия такие же бесплатные, как и предыдущие. Самоцвет все тот же, мутное украшение, без него никуда. В освещениях, как и раньше, стремимся получить огненный урон и шанс критического удара, чтобы выжить из билда максимум. На этом с самим билдом мы закончили, а теперь я хочу рассказать, как можно усилить наш урон еще сильнее. Во-первых, употребление определенной пищи увеличивает наш урон на 10% на 3 минуты. Во-вторых, использование вспомогательной руны «Всплеск урона» увеличит наш урон еще на 20% на 2 минуты. И в-третьих, использование расходного предмета «Огненная смазка» увеличит наш огненный урон на 20% на 1 минуту. Все эти усиления стоит использовать перед тяжелыми сражениями. Теперь расскажу, в какой последовательности мы будем сражаться с боссом. Первым делом накладываем статус заражения с помощью руны «Чумная кара». Благодаря этому мы получим вампиризм. Затем используем огненную вспышку, чтобы наложить на врага статус горения и активировать синергию ожог, которая увеличит наш огненный урон примерно на 30%. Кроме того, она активирует чары на шанс критического удара, работающие только по горящим противникам. После этого остается лишь нанести решающий удар руной Армагеддон. Если после первого удара босс все еще жив, просто используем Армагеддон еще раз. В итоге вся последовательность выглядит так. Чумная кара, огненная вспышка, Армагеддон. Если босс все еще жив, еще один Армагеддон. Благодаря высокому урону и вампиризму от статуса заражения мы полностью компенсируем здоровье, которое расходуем на использование рун. И теперь на этом действительно конец. Сейчас на экране вы увидите финальную сборку персонажа со всем используемым снаряжением. После этого я покажу, как этот билд проявляет себя в бою с боссом. На этом у меня все. Надеюсь, этот билд оказался для вас полезным и, возможно, помог узнать что-то новое. Если у вас появились вопросы, или вы используете этот билд немного по-другому, обязательно напишите об этом в комментариях. Будет интересно все почитать и обсудить. Спасибо за просмотр. Хорошей вам погоды. И до встречи.
под грибным дождем.